Готовлю на праздничный стол брускеты с виноградом. Они очень нарядно смотрятся, а сочетание вкусов, на мой взгляд, просто восхитительное. Украшаю петрушкой, которая тоже дает свою нотку. Вкусно как на белом, так и на темном хлебе. На белом более нежное, а на темном имеет более яркий и брутальный вкус. Брускетта – это традиционная итальянская закуска. Это поджаренный кусочек хлеба на гриле или на сковороде, который натирают чесноком и сбрызгивают оливковым маслом, а сверху добавляют любую начинку. Для брускетты нужен белый хлеб, багет или батон. Идеально подходит итальянский белый хлеб чиабатта. Да и на бородинском хлебе тоже будет вкусно. А я использую белый и серый батоны. Сначала подготавливаю грецкие орехи. Их слегка подсушиваю на сухой сковороде. Постоянно помешиваю, чтобы не пригорели. Как только появляется тихое потрескивание, снимаю с огня и даю остыть. А на эту же раскаленную сковороду выкладываю ломтики хлеба и обжариваю на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки. На эту же разогретую сковороду добавляю кусочек сливочного масла. И когда оно разогреется, выкладываю ломтики хлеба. Зажариваю до красивой, румяной, хрустящей корочки. Я обжариваю с одной стороны, а можно и с двух сторон. Так будет сочнее. И когда хлеб, обжаренный на сливочном масле, слегка остынет, обильно натираю поджаренную сторону и по бокам зубочком чеснока. А вы на канале готовим с вами вместе. Еще использую сыр фета. Его выкладываю на подготовленные ломтики хлеба потолще, не жалея. И хорошенько размазываю. А теперь на сыр выкладываю кусочки грецких орехов. Выкладываю так, чтобы орешек попадался на каждый укус. Ну а теперь подготовлю виноград. Если есть косточки, то обязательно удаляю. А если ягоды крупные, то поперек разрезаю на 3 части. А те, которые помельче, вдоль пополам. И выкладываю кусочки винограда рядом с орехами. Опять же, чтобы на каждый укус попался и виноград, и орех. Винограда не жалею. Вот так красиво получается. А теперь займусь кусочками хлеба, который поджаривала на сухой сковороде. Точно так же натираю зубочком чеснока со всех сторон. А чтобы придать сочности, одну из сторон поливаю растительным маслом, лучше оливковым. Или намазываю майонезом, у меня домашний. А вместо феты можно использовать брынзу. Тоже толстеньким, хорошим, вкусным слоем. И также распределяю грецкие орехи и виноград. А еще украшаю листьями петрушки. Брускетта вкуснее всего, когда ее едят сразу после приготовления, пока хлеб еще не размяк. Вот такая красота получается. Брускетту едят руками, откусывая понемногу, чтобы почувствовать все вкусы и текстуры. Отличное сочетание жареного сочного хлеба, острого чесночка, сытного соленого сыра, жирненьких орехов и сладкого винограда. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Спасибо, что доверяете моим рецептам, смотрите мои видео, ставите лайки и общаетесь со мной в комментариях. Мне нравится с вами общаться. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!